Всем привет, с вами Светлана. Сейчас мы с вами находимся на Солнечном берегу, и сегодня мы с вами посмотрим апартаменты в одном комплексе. Это не просто жилой комплекс, это целый мини-городок со своими улицами, бассейнами и спортивными площадками. Если вы ищете вариант для спокойной жизни и отдыха вдали от шумных дискотек центра, хотите иметь все под рукой, но при этом не любите переплачивать, это место точно вам подойдет. Мы вместе изучим инфраструктуру, оценим состояние квартир и узнаем, как здесь на самом деле обстоят дела с транспортом до пляжа. Ну что, вы готовы? Тогда давайте начнем. Аналитика и инфраструктура. Прежде чем мы перейдем к квартирам, давайте разберем факты. Почему эта локация стала таким магнитом для покупателей? Да, мы находимся в Sunny Day 6, комплекс, о котором много спорят. Начнем с самого главного – зимы и документов. У Sunny Day 6 есть акт 16 и, что критически важно, бытовой тариф на электричество. Для сравнения, в соседнем комплексе только акт 15 и коммерческий ток. А бытовой тариф – это ваша гарантия адекватных счетов за отопление зимой. Плюс здесь нет главной проблемы побережья – плесени. Особенность этих квартир – здесь сухие углы, нет плесени. Масштаб здесь просто поражает. Больше 1400 апартаментов. Можно устать просто обходить эту территорию пешком. Для жизни здесь есть 5 бассейнов, теннисный корт, небольшое футбольное поле, уличные тренажеры, мини-гольф и даже площадка для летних выступлений. На въезде шлагбаум и круглогодичная охрана. Главный вопрос обычно один. Насколько удобно жить не прямо у моря, а на расстоянии от пляжа? Многие боятся расстояний. Но давайте считать честно. От комплекса до центра Солнечного берега всего 2,5 километра, а до самого моря 3,5. Прямо до ворот комплекса ведут 2 автомобильные дороги. Одна из них хороший асфальт через село Тынково. А вот та, что короче, сейчас не в лучшем состоянии. А в 700 метрах отсюда начинается велодорожка прямо до Солнечного берега. Для тех, кто приезжает на машине, здесь есть важный плюс. Внутри комплекса предусмотрена большая парковочная зона. И вот вам реальные цифры. Оставить машину на день стоит 10 евро. Но если вы берете годовой абонемент, он обойдется в 190 евро за весь год. На самом Солнечном берегу за парковочное место сейчас просят 15 тысяч евро. Но многие жители экономят и оставляют свои машины за пределами комплекса. Благо, есть свободное место вокруг. Для тех, кто приезжает на машине, это удобная локация. Для тех, кто предпочитает передвигаться на велосипеде или самокате, маршрут до побережья вполне понятный. Нет машины? Не проблема. Летом каждый час на пляж ходит микроавтобус комплекса. Автобусная остановка в 700 метрах, а вызвать такси до моря обойдется в 10 евро. Еще один неочевидный плюс. Солнечный берег находится почти на уровне моря, и в сильные ливни там возможно подтопление. А этот городок стоит на возвышенности от 5 до 18 метров, поэтому здесь вы в безопасности и сухости. Теперь о бытовых мелочах. На территории есть автоматы с кофе и снеками и летний магазин. Нужен масштабный шопинг? Буквально 10 минут на авто, и вы у огромного супермаркета Жанет или Lidl. До заправки ехать 7 минут, до курьерской службы Эконд 9. И, кстати, о самом главном ресурсе для отдыха – о тишине. Если вы смотрели мои прошлые видео, то помните эксперимент с замером шума. В центре Варны замер показывал 63 дБ, на самых тихих улочках Солнечного берега 39 дБ. А здесь, прямо на территории Sunny Day 6, мы сделали замер. Знаете, какую цифру мы увидели? Сейчас мы замерим уровень шума в этом комплексе. Здесь настолько тихо, что услышно пение птиц. А теперь важнейший инсайт для тех, кто рассматривает покупку как инвестицию. Прямо сейчас в Sunny Day 6 сложился дефицит жилья под долгосрочную аренду. Квартиры буквально разобраны. Люди ищут свободные варианты, а их просто нет. Средние цены на долгосрочную аренду такие. Двухкомнатная квартира 300 евро в месяц в обычное время, а в летний сезон цена вырастает до 550 евро. Для квартир с 2 спальнями 400 и 650 евро соответственно. Кто покупает здесь жилье? Мы видели чешские номера, польские, немецкие, даже из Ирландии.
много болгар и, конечно же, украинцев. А сейчас просто посмотрите на экран. Буквально в 700 метрах от нас находятся знаменитые виллы Эден Парк и Дольче Вита. Там расположены дорогие виллы, которые выбирают люди с высокими требованиями к приватности, уровню комфорта и окружению. Я зашла на Airbnb. Посмотрите, в пик сезона аренда одной виллы здесь 5380 евро за неделю. И строил этот элитный комплекс тот же самый застройщик. Это лучший ответ на вопросы о качестве строительства и перспективах локации. Но давайте без иллюзий. Моя цель – показывать реальную картину. Sunny Day 6 – это не премиум-класс с мраморными лобби. Качество отделки здесь среднее по побережью. Это крепкий, комфортный эконом-сегмент. Но в этом и есть его главная изюминка. Вы не переплачиваете за статус, но получаете отличную базу с закрытой инфраструктурой за минимальные деньги. И еще один очень важный момент. В финале вас ждет эксклюзивная аналитика и прогноз. Рухнут ли цены на недвижимость в Болгарии? Когда это произойдет и стоит ли откладывать покупку? Ну что, вы готовы посмотреть, что здесь можно купить прямо сейчас? Но перед тем, как мы откроем первую дверь, что делать, если квартира вам понравилась и вы хотите ее посмотреть? Все просто. Как только видите свой вариант, ставьте видео на паузу, сканируйте QR-код телефоном, он перенесет вас на страницу этой квартиры на моем сайте, где можно забронировать просмотр. А если вы смотрите это видео с телефона, все ссылки на объекты в описании под этим видео. Квартира номер 1. Студия с минимальным бюджетом. Так, это у нас студия. Это идеальный бюджетный вариант для старта. Уютная студия на комфортном третьем этаже четырехэтажного здания. Площадь 31 квадратный метр. Так, здесь у нас есть раскладной стол. Главный плюс – она продается с готовой мебелью, техникой, и здесь есть свой балкон. Это абсолютно рабочий актив, хоть для собственного отдыха, хоть для ликвидной сдачи в аренду. Такса поддержки здесь, как и во всех квартирах нашего обзора, 580 евро в год. Студия – это отлично, но что если вы едете парой или с ребенком и вам нужна отдельная спальня? Квартира номер 2. Золотой стандарт. Светлая двухкомнатная квартира на первом этаже четырехэтажного дома. 51 квадратный метр. Здесь классическая и самая востребованная планировка. Гостиная с кухонной зоной, изолированная спальня, санузел и балкон. Квартира полностью готова к комфортному проживанию. Ремонт свежий. Можно сразу распаковывать чемоданы.
А теперь давайте сделаем паузу. Я знаю, что кто-то сейчас смотрит и думает, а почему не купить прямо в центре Солнечного берега? Давайте снимем розовые очки и посмотрим на реальные цены рынка сегодня. Студия в таком же состоянии и с таким ремонтом на самом курорте сейчас стоит от 55 тысяч евро. Квартира с одной спальней от 70 тысяч евро, а за просторную квартиру с 2 спальнями вам придется отдать от 90 тысяч евро и выше. Смотрим форматы для всей семьи. Квартира номер 3. Трехкомнатная квартира для семьи. Полноценная трехкомнатная квартира, площадь 64 квадрата. Первый этаж в уютном четырехэтажном здании. Формат «Заезжай и живи». 2 отдельные спальни и просторная гостиная. Преимущество этой квартиры: здесь есть 2 балкона. Квартира полностью укомплектована мебелью и техникой. Вам не нужно тратить ни время, ни нервы на обустройство. Хочется немного другую планировку, но на том же удобном первом этаже есть отличная альтернатива. Квартира номер 4. Для каникул и зимовки. Еще одна замечательная трехкомнатная квартира площадью 63 квадратных метра. Также расположена на первом этаже четырехэтажного дома. Отлично оборудованный апартамент, который подойдет как для летних каникул, так и для круглогодичного проживания. Ведь, как мы помним, здесь бытовой ток. Гостиная, совмещенная с кухней, плюс 2 уютные спальни. Особенность этой квартиры: здесь есть 2 балкона. Еще одно преимущество этой квартиры: есть вот такой красивый вид из 2 спален.
А теперь предложение для тех, кто любит тишину сверху и максимальную площадь за минимальные деньги. Квартира номер 5. Простор и тишина. Особенность этой квартиры есть выход с каждой комнаты на балкон, даже с кухни. Внимание на метраж. Целых 80 квадратных метров. Это большая, очень светлая и просторная трехкомнатная квартира. Она находится на 4-м этаже четырехэтажного здания. А это значит, никто не будет топать у вас над головой. Идеальная тишина гарантирована. Вся необходимая мебель и техника уже на своих местах. И, наконец, наш гранд-финал. Для тех, кто ищет золотую середину, поэтажности и бескомпромиссный простор. Квартира номер 6. Премиум выбор комплекса. Отличный вариант для большой семьи. Шикарная трехкомнатная квартира на 2-м этаже из 4. Площадь 77 квадратов. 2 спальни и по-настоящему просторная гостиная, где вечерами будет собираться вся семья. Апартамент полностью укомплектован и абсолютно не требует дополнительных вложений с вашей стороны. Особенность этой квартиры, здесь есть 2 балкона.
Еще особенностью этой квартиры является большой длинный коридор, что по болгарским меркам это очень большая редкость. Все эти квартиры актуальны прямо сейчас. Ссылки на каждую из этих квартир находятся в описании под видео. Переходите, смотрите подробные фото и бронируйте просмотр. А если вы не нашли здесь квартиру своей мечты, не проблема. На моем сайте bulgariapropertyexpert.com вы можете заказать услугу «Личный эксперт». Заполните общую заявку, и я подберу для вас недвижимость под ключ, учитывая ваши пожелания. Финальная аналитика и прогноз цен. А теперь, как я и обещала в начале видео, наш финальный блок аналитики. Давайте поговорим о том, чего ждут очень многие, когда же лопнет этот мыльный пузырь и цены на недвижимость в Болгарии наконец-то пойдут вниз. Давайте смотреть на вещи трезво. Реальность сурова, и иллюзий питать не стоит. Те, кто смотрел мои прошлые выпуски, помнят, я подробно разбирала внутренние причины роста цен. Да, когда-то в Болгарии были огромные массивы пустующего жилья, которое не продавалось годами, но ситуация кардинально изменилась. Болгария полностью интегрирована в европейское пространство, и все глобальные процессы влияют в том числе и на рынок жилья Болгарии. Главный внешний фактор сейчас – это глобальный европейский дефицит жилья. Давайте считать. С 2022 года более 5 миллионов беженцев были вынуждены искать убежище в Евросоюзе. И сейчас из-за высокой стоимости жизни и нехватки квадратных метров в Западной Европе начнется обратный процесс. Многие переезжают в более доступные страны, и Болгария номер один в этом списке. Поэтому давление на местный рынок недвижимости в ближайшее время сохранится. Есть ли вообще надежда, что цены упадут? Да, но для этого должны сработать несколько условий. Одно из них – государство должно существенно увеличить налог на недвижимость. Сейчас в Болгарии он один из самых низких во всем Евросоюзе, поэтому людям выгодно просто держать квартиры про запас. Если налог поднимут, рынок насытится предложениями. Но правда в том, что сейчас об этом в правительстве даже не говорят. Второе – это окончание войны в Украине. И здесь важно еще, чтобы людям физически было куда вернуться. Многие потеряли свое жилье, а некоторые города придется отстраивать практически с нуля. Тогда, возможно, со временем цены действительно начнут стабилизироваться и падать. Вот вам реальная картина, без прикрас и сгущения красок. Ждать скорого обвала рынка нет никаких объективных причин. Если вы планируете покупку для жизни, отдыха или сохранения капитала, делайте это сейчас, но выбирайте с умом и не переплачивайте. Я надеюсь, что эта информация была полезной и поможет вам принять правильное решение. Я ожидаю, что вы оцените мое видео, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои новые интересные видео. Всем пока, до новых встреч!